Мы приехали в пустыню Мохаве в Аризоне. Очень красивое место. Даже можно посмотреть. Какие-то необыкновенные каменные, не знаю даже как это сказать, не изваяния, а формирования природы очень причудливые. Пустыня Мохаве получила свое название от одноименного индейского племени. Вообще, эта пустыня считается природным феноменом, потому что она располагается сразу на территории 4 штатов – Калифорнии, Невады, Юты и Аризоны. А также на территории пустыни располагаются знаменитые национальные парки Джошуа-3 и Долина Смерти. И еще здесь проходит легендарный, самый активный в мире разлом Сан-Андреас. Кстати, он образовался из 2 тектонических плит, которые ежегодно сдвигаются на 4 сантиметра. И их движение становится причиной многочисленных землетрясений Сан-Франциско и Лос-Анджелеса. Ну и, конечно же, мы в Сан-Диего его тоже ощущаем. Нас частенько потрясывает. Но, по мнению ученых, масштабные катастрофы вблизи разлома проходят только каждые 1,5 века. Господи, это реально какой-то город. Пустыня Мохаве очень знаменита тем, что здесь располагается ряд безлюдных городов-призраков. И в один из которых вот мы сегодня приехали. Он называется Аутман. Это маленький шахтерский городок, который образовался рядом с знаменитым золотым рудником Аутман в 1908 году. Долгое время этот рудник считался каким-то фантастическим местом, где можно было мгновенно разбогатеть. В 1921 году случилась трагедия, огромный пожар, который унес большую часть города. Но кое-что все равно тут осталось, и есть еще какие-то оригинальные места. Сейчас мы в местном музее. Золотодобыча, аппарат для промывки золота. Так, а это кандалы, ну типа колодки. Вот так. И даже виселица. Вот так. Боже, палаточные городки. Что это? Сейчас основными жителями городка являются ослики. Это дикие ослики, которые являются потомками тех шахтерских осликов, которые были, видимо, оставлены после того, как город был заброшен, когда закрылись последние шахты. Они тут чувствуют себя абсолютно спокойно, гуляют свободно по улицам, везде лежат, но их здесь на самом деле огромное множество. И мне страшно. Своей башкой несколько того. А это все привидение? Смотрите там. Ну ничего себе. Сейчас мы тут наблюдали такую потасовку между осликами. Они вообще как бы спокойны, но иногда они могут и кусаться, и пинаться, поэтому кормить их туристам не рекомендуется. Но народ все равно покупает морковку, ну и подходит и гладит на свой страх и риск. Наверное, Аутман постигла бы такая же судьба, как и множество других таких же городков в Аризоне. Но ностальгия по шоссе номер 66 и ближайшее казино спасли его. И он превратился во что-то типа музея под открытым небом, который очень хорошо передает
атмосферу Дикого Запада. Их знаменитый отель, который сохранился после пожара 2021 года, он остается открытым, как музей и ресторан. Говорят, вроде бы даже Кларк Гейбл со своей женой здесь провели свой медовый месяц. Там также есть кафе, где можно очень вкусно покушать типичную американскую еду по доступной цене. Здесь все как бы пропитано вот этим вот весельем Дикого Запада. И здесь даже устраивают специальные постановочные перестрелки местные ковбои. А также архитектура того времени. И тут даже сохранились еще вот эти вот деревянные тротуары. И, конечно же, огромное множество различных китчевых сувенирных магазинчиков. В 1924 году главная шахта закрылась, но некоторая добыча продолжалась до 1944 года, а потом закрылись последние шахты. Сегодня город процветает в основном за счет туризма и осликов. Сейчас мы выдвигаемся на новые панорамные точки, чтобы сделать красивые фото Golden Valley. Golden Valley, или как в переводе на русский «Золотая долина», это очень красивое место, которое находится в окружении горных хребтов. Здесь также проходит перевал Сит-Грифс. Он находится на высоте где-то 1000 метров над уровнем моря. Надо сказать, что это очень красивая дорога, и она расположена в Черных горах Аризоны. Ну а сейчас мы направляемся в еще один заброшенный городок Нельсон Гост Таун, который располагается в Неваде и является тоже очень интересным уникальным местом. Тут еще один богом забытый городок. Каких-то искателей-копателей, я так понимаю. Идем в музей. Так, вот тут такие везде постройки деревянные в виде избушек. Подозреваю тут, что тут были какие-то рудники, и когда рудники забросили, тут остались и такие подстроечки, но американцы всегда очень большие предприниматели, и из вот этого рухляди и хлама они организовали вот такой вот исторический музейчик. Так, в двух словах. Да, Вова тут сказал, что это вот Волга ГАЗ-21, так что даже вот такое мы тут встретили. Вот такое кладбище старых машин. Вон их целая куча. Насколько я поняла из всех рассказов, здесь это частная территория. Чувак купил место, сдает под... собирает различный старый хлам, вот даже детские старые игрушки, старые машины. И вот тут вот, чтобы погулять, вот $3 это стоит с человека. Место, конечно, интересное такое, достаточно аутентичное. Но, тем не менее, вот, американцы умеют делать даже из мусора музей и зарабатывать деньги. Вот мы продолжаем наш поход.
А вот там вот такая вот белая стоит церквушечка. Это мы видим только ее купол. Там идет вообще реальная свадьба. Люди вот приехали жениться здесь. Да, место такое уникальное, действительно воспоминание на всю жизнь. Вот такая в кантри-стиле свадебка. Газлайн. Ну, в общем, вот так вот. Вот как можно зарабатывать деньги на разном хламе и старье. Так, вот там вот наверху видны вот такие вот как бы дыры зияющие в горах. Это вот шахты, входы шахт. Вот здесь, видимо, и располагался основной городок шахтеров, искателей золота, серебра. Уж не знаю, что это за прииски были, посмотрю потом в интернете, расскажу. Сверху наложу титры. Ну, в общем, вот так это все дело выглядит. Ну, в общем, интересно такое место. Вообще, как бы в Америке это называется Host City, то есть город-призрак. Ну, в общем-то, да, как бы это кладбище каких-то старых ненужных вещей. За ними тут особо никто не ухаживает, как я посмотрю. Просто как бы собирают склад вещей старых, ну, из него сделали вот такую худо-бедную инсталляцию. Ну, людям нравится. Мы решили туда немножечко вперед прогуляться, посмотреть, что еще. Конечно, такое место очень впечатляющее. Потрясающий пейзаж, горы. Да, вот, кстати, тут написаны правила, как пользоваться, что это за место. Пишут, что это не Диснейленд, не тематический парк или какая-то игровая площадка, что люди должны с наступлением темноты или когда они закрываются, обязательно отсюда уехать, и поскольку это их приватная территория, и они здесь живут. То есть с наступлением темноты или как только они закрываются, никого здесь не должно быть. Вот. Что вот так вот. Ну а здесь вот мы идем сюда вперед, тут предлагается такой небольшой тур по всем вот этим местам. Господи, тут даже какой-то подбитый самолет старый. Еще вот, в общем, короче, где какой хлам, видимо, они нашли. Они его сюда тащат, где-то его оставляют. Ну вот, идем и смотрим на какие-то старые убитые вещи. Знаете, как иногда в фильмах про апокалипсис показывают, что-то наподобие. Ну, здесь такая вот небольшое как местечко, чтобы окунуться в атмосферу старины прошлых лет. Этот городок расположен в глуши и отрезан милями суровой пустынной местности. Сам городок был свидетелем очень жестоких конфликтов, вызванных спорами о собственности и правах. Беззаконие было нормальным явлением в Нильсоне, поскольку это место привлекало искателей удачи со всего континента. Убийства здесь были частыми и бессмысленными, но несмотря на эту зловещую репутацию, в городе было произведено золото, серебра, и меди, и свинца на несколько миллионов долларов. Шахты работали с 1858 по 1945 год. В конце концов, Нельсон был заброшен после внезапного наводнения, потоки которого смыли все богатые месторождения, которые сюда привлекали так много людей. Сейчас здесь остались только остатки Нельсона, которые находились над Паводковым каналом. Далее мы двигаемся уже в сторону Лас-Вегаса, на ночевку. По пути мы решили еще заехать полюбоваться живописными видами и закатом реки Колорадо и каньона Эльдорадо.